Есть категория таких деток, которые, ну, вы наверняка знаете, которые страдают ночными кошмарами. Да? То есть просыпаются ночью и кричат, могут кричать, это тоже страхи, да, то есть что-то, ну, как правило, знаете, что происходит, они посмотрели, например, какой-то мультфильм перед сном, да, вот, и что произошло? Произошло следующее, они это все перенесли в свой сон, да, подсознание работает, потому что мозг наш не отключается во сне, он все равно подсознательно, там, процессы все эти происходят, да, то есть он как будто бы проживает все то, что он не прожил в своей сознательной истории, да, он проживает там дальше во снах. И, конечно же, ребенок может вскочить, он может закричать, не понимая, будучи еще во сне. В этом случае мы должны смотреть, ну, насколько частота, значит, вот этих ночных кошмаров, да, какая частота этих ночных кошмаров. И если у ребенка это постоянно, да, то ну, здесь нужно проводить, безусловно, диагностику, в том числе связанную с неврологией, то есть смотреть, это ночной мониторинг, безусловно, должен быть, посмотреть, нет ли там сопутствующих каких-то проблем. Да? Но, как правило, это связано непосредственно с тем, что ребенок получил какие-то очень яркие, мощные впечатления, и он не смог с этим справиться. Естественно, это все вылилось вот у вас в этих снах таких, да, и в ночных кошмарах. Вот, значит, сразу скажу, что делать в этом случае, если вдруг такое произошло там, с вашим ребенком, например, если здесь есть мамы, да? Вот, если произошло вдруг с вашим ребенком, первое, чего нельзя делать, да, это нельзя будить. Ни в коем случае, не надо будить. Надо, чтобы сначала ребенок, даже если он кричит, надо дать ему тепло, то есть надо быть с ним рядом, нужно его обнять. Нужно быть там, да, внимательно смотреть, что с ним происходит, потом потихонечку он сам будет просыпаться, он сам будет пробуждаться, обязательно дать ему попить, вот, и уже разбудить, когда вы видите, что ну, уже как-то потихонечку он от этого сна отходит. Если резко разбудить, то ну, возможны всякие варианты не очень хорошие, да? То есть на самом деле ребенок может еще раз войти в это состояние, он еще больше может испугаться. Поэтому очень спокойно себя ведем. Находимся рядом, там, обнимаем, держим на ручках, да, и находимся рядом с кроваткой, гладим, да, все спокойно, а потом уже пробуждаем, когда немножечко уже какое-то время прошло, вот, и ребенок уже приходит в сознание потихонечку, он сам придет в сознание, и уже немножко мы помогаем ему, пробуждаем его. Вот, это что касается ночных кошмаров. Вот, поэтому, конечно, все вот эти страхи скрытые, они все, так сказать, закладываются в детстве. Наша задача, как родителей, как педагогов, безусловно, видеть таких детей, не пугать их, наоборот, помогать им, правильно диагностировать таких детей, вот, и, соответственно, как бы оказывать им помощь. Да? Как? Это во второй части уже. Окей? До встречи.